Он был состоятельным и самоуверенным человеком по имени Александр Орлов, привыкшим к тому, что любое его желание исполняется почти мгновенно. В кругу друзей он нередко кичился своими победами и положением, и однажды спор, начавшийся как безобидная шутка за бокалом вина, превратился в вызов его самолюбию. Жениться на самой непривлекательной девушке, какую только найдет, и доказать, что для него нет никаких преград. Сумма, поставленная на кон, оказалась слишком соблазнительной, чтобы отказаться. Ради этой затеи он отправился в глухой провинциальный городок, где на летней ярмарке впервые заметил ее. Простая, полноватая девушка с румяными щеками и открытой улыбкой — Мария Климова. Знакомство оказалось неожиданно легким. Мария была наивна, доверчива и невероятно искренна. Александр же мастерски изображал внимательного и заботливого ухажера, щедрого и обходительного. Для нее его внимание стало чудом, подарком судьбы. С каждым днем она все больше влюблялась, представляя себе новую жизнь, красивый дом, счастливое будущее рядом с человеком, который, как ей казалось, увидел в ней что-то большее, чем видели остальные. Но однажды вечером Мария случайно проходила мимо кабинета в доме, где Александр беседовал с друзьями, приехавшими из столицы. Она услышала каждое слово — насмешки, разговоры о деньгах, детали глупого пари. Услышала, что вся эта нежность и забота были лишь частью спектакля. Сердце ее сжалось, но она не выдала себя. На следующий день она улыбалась ему так же, слушала его красивые речи, но в глубине души уже зрела решимость. И вот настал день свадьбы. Торжество устроили в ресторане при старинной усадьбе. Гости собрались со всего округа, зал сиял роскошью, которой Мария раньше никогда не касалась. Александр стоял у алтаря, уверенный, самодовольный, наслаждаясь вниманием и собственной победой. Все шло по его сценарию. Но в тот миг, когда священник задал Марии вопрос, готова ли она связать свою жизнь с этим человеком, девушка подняла голову. Ее улыбка уже не была мягкой и робкой. В ее взгляде блеснула сила, о которой Александр даже не подозревал. С легкой усмешкой Мария произнесла твердое «нет» и добавила слова, от которых воздух в зале застыл. «Я не хочу связывать жизнь с мужчиной, у которого такое ничтожное мужское достоинство». Мгновение длилась тишина, а потом разразился смех. Сначала робкий, затем все громче. Хохот прокатился по залу, отражаясь от стен старинной усадьбы. Александр побледнел, а сел на месте, лишенный уверенности, не в силах вымолвить ни слова. Мария же, не оборачиваясь, вышла из зала, оставив его тонуть в собственном позоре. В тот день он потерял гораздо больше, чем деньги. Его маска непобедимого игрока слетела, и все увидели пустоту, скрывавшуюся за внешним блеском. А Мария ушла с гордо поднятой головой, уже не наивная провинциальная девушка, а женщина, сумевшая одержать победу там, где он был уверен, что выиграет. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.